Здравствуйте, друзья! Вы на канале Graal Racing, а за кадром, как всегда, Александр. Сегодня должно было выйти, конечно, совершенно другое видео о сравнении моторных масел. Но благодаря транспортной компании, которая задержала доставку высокоточных весов почти на месяц, сегодня мы увидим первую часть сравнения масляных фильтров, которые подходят и устанавливаются в большей степени на такие автомобили, как Kia, Hyundai, а также на некоторые модели Mazda, Nissan, Subaru, Honda, Mitsubishi или Mitsubishi, кому как больше нравится, и другие модели. Напомню, что данное сравнение обязательно продолжится, имея в виду, что для этих авто мы еще сравним другие бренды, благо их еще предостаточно. Фильтры я расположил в порядке возрастания цены, и само по себе сравнение у нас будет по соотношению цена-качество. Так что самый лучший вариант в техническом плане может стать далеко не самым первым в моем рейтинге. Итак, самый недорогой вариант, представленный у нас сегодня, это польский Filtron. На начало 2022 года его можно приобрести примерно за 249 рублей. Немного дороже располагается Goodyear. До недавнего времени я вообще не знал, что под этим брендом выпускают фильтры. Вот сегодня и узнаем, что же там внутри. Стоимость, несмотря на знаменитое имя, у него весьма демократичная. Всего лишь 285 рублей. Третий по списку идет фильтр от компании Lynx. Извиняюсь, если неправильно произнес. Он на 100 рублей дороже Фильтрона. Будем надеяться, что он окажется также немного лучше. Хотя есть некоторые сомнения. Четвертым по стоимости расположился наш любимый MAN. Знаю, многие ставят именно его, и многие уже делали распил этих фильтров. Но мы сегодня снова повторим и сравним с конкурентами. Я его приобрел за 383 рубля. Далее идет японский фильтр VIC. Цена его 390 рублей. Кнехмале занимает шестое место со стоимостью 505 рублей. И самый дорогой фильтр в данном сравнении, как ни странно, оказался Goodwill. Я его приобрел за 562 рубля. Знаю, многие просили в прошлом сравнении добавить японский Nita и еще с дюжину других брендов. Но вы не переживайте, мы их обязательно сравним в следующих сериях. Хочу также отметить один нюанс. Один бренд фильтра не будет равный по качеству для разных авто, так как производят их зачастую в разных странах. Вот, например, взять Male. В прошлом сравнении для Toyota фильтр был произведен в Австрии, ну а данный экземпляр сделан в Индонезии. Такая же ситуация и с другими брендами. MAN у нас не немецкий, а корейский. VIC радует, что остался японским, как и польский Filtron. По другим моделям пока непонятно. На Goodyear написано, что производитель находится в городе Рязань. Также на коробке есть голограмма с указанием, что это официальный лицензированный продукт. Lynx зарегистрирован в Японии, но конкретно не написано, что это Made in Japan. На Goodwill указано, что фильтр произведен на корейском оборудовании, но опять же нет конкретной надписи места изготовления. Все, кроме двух фильтров, имеют защитную пленку. Она, по идее, предотвращает попадание мелкого мусора и пыли. Хотя они в коробках находятся, туда и так мусор не попадет. Сейчас замерим вес фильтров, чтобы вы на всякий случай это имели в виду. Рассмотрим фильтры поближе. Filtron покрашен неплохо, шрифт четкий, на элементе также указано место производства. В общем, внешне придраться не к чему. Даже наоборот, по моему личному мнению, это отличный на вид фильтр. Уплотнительная резинка держится хорошо, вам не грозит ее потерять. Goodyear имеет четкий шрифт, также качество покраски на хорошем уровне. На фильтре указан официальный сайт, также указана дата производства. Внутри на первый взгляд все выглядит неплохо.
Резинка легко снимается, но сама выпасть она, конечно же, не может. Lynx имеет пленку, но как-то она скомкана по краям. Не очень, конечно, это все так хорошо выглядит. Ну а сама покраска и шрифт не вызывают никаких вопросов. Все достаточно качественно сделано. Также на фильтре есть дата выпуска и надпись, что элемент проверялся на герметичность. Резинка нормально держится. Внутри вроде как все хорошо. В общем, впечатление первое неплохое. Ман покрашен хорошо. Шрифт нормальный. Фильтр произведен в Корее. Кто привык к немецким манам, то вам сообщаю. На корейском мане нет кода, который виден под ультрафиолетом. Также нет вот такой вот пленки, по краям которой сделаны специальные зубчики такие, чтобы легче было порвать пленку. Обращайте на это внимание, на подделках, на пленке, скорее всего, этого не будет. Также у корейского мана идет красный противоотливной клапан, а у немецкого он идет всегда белый, силиконовый. Также внутренняя трубка тут идет спиралью, когда у немца идет всегда ровная перфорированная трубка. Резинку нелегко подцепить, а так она держится почти так же, как у Goodyear. Хороший добротный фильтр, которому доверяют многие, и думаю, что не зря. Далее рассмотрим Vic. На мой взгляд, это идеальнейший фильтр в плане покраски и нанесения надписей. Все на высшем уровне. Пока обложка мне очень нравится. Убираем пленку. Уплотнитель нормально держится. Внутри имеем ровную перфорированную трубку. Ничего плохого я сказать не могу. Реально достойный экземпляр. Далее рассмотрим Мале. Покраска и шрифт хорошие. Фильтр сделан в Индонезии. Об этом я уже говорил. Никаких кодов и номеров нет. Под пленкой все выглядит хорошо. Уплотнительное кольцо держится тоже хорошо до того момента, пока его не снял. Так что этого лучше не делать, потом очень трудно его вставить на место. Goodwill. Покраска хорошая, шрифт четкий. На верхушке фильтра имеется некий код. Под пленкой все хорошо. Резинка держится нормально. В общем, особо докопаться и не за что. Далее приступаю к распилу. Были некоторые трудности с фильтроном, но только потому, что я начал пилить впритык к кромке. В общем, фильтр не хотел разделяться. Но в большинстве проблем не возникало. Все фильтры пилились практически одинаково. Итак, сейчас мы произведем первый оценочный критерий, который пойдет в счет общего зачета. Это качество укладки элемента. Начинаем с фильтрона. Шторы элемента уложены равномерно. Немного есть следы клея, но ничего критичного. Склеен элемент прочно, ничего не болтается. Я поставлю 8 баллов из 10. Goodyear имеет не совсем ровную укладку шторы. В некоторых местах есть разница. Немного есть следы клея. Сильно не разбалтывается. Думаю, ничего критичного. Я ставлю всего лишь 6 баллов. Далее Lynx. Практически идеальная укладка. Ничего не болтается. Клея не наблюдаю. 9 из 10. Ман имеет абсолютно ровную и четкую укладку. Никаких следов клея. Все очень прочно. Даже дату выпуска ставят на эту деталь. 10 из 10. Vic имеет неравномерную укладку, что удивительно для меня. С одной стороны штора очень широко расположилась, а с другой, как положено в фирменном порядке, пробел через 4. Клей, конечно, явно перелили. Конечно, на фильтрацию это особо не скажется, но моя оценка за укладку составляет 7 баллов. Мале имеет кривую укладку, ребра шторы расположены немного под углом. Не болтается, клея нет, но моя оценка 7 баллов. Самый дорогой экземпляр имеет, смотрите, какую широкую укладку шторы, а с этой стороны она сужается. Так-то ничего не болтается и клея нет, но из-за укладки Goodwill получает 7 баллов из 10. Далее рассмотрим резинотехнические детали фильтров, а точнее противоотливные клапаны и уплотнительные кольца. Фильтрон имеет мягкий уплотнитель,
Но противоотливной клапан у него резиновый и достаточно твердый. Goodyear имеет очень мягкую прокладку. Она очень эластичная. Также клапан у него выполнен из силикона. Опять же, он очень эластичный. Lynx имеет средней жесткости уплотнитель и такой мощный плотный резиновый клапан. У Manna уплотнитель очень мягкий. Клапан из силикона тоже мягкий, и где-то я уже это видел. И смотрите, у Goodyear совершенно одинаковый противоотливной клапан с Manna. Прямо один в один. Неожиданно, конечно, увидеть такого рода копию. Ну, приятно. Vic имеет мягкий уплотнитель, клапан средней жесткости, и выполнен он из резины. У Male мягкий уплотнитель, достаточно эластичный. Клапан мягкий, и он силиконовый, как у Manna и Goodyear. Goodwill имеет жесткий резиновый уплотнитель и мягкий клапан, но он напоминает полиуретан, нежели силикон. В общем, я подготовил все образцы, склеил их и подписал. Посмотрим, как ситуация поменяется после суточной заморозки в минус 30. А тем временем уделим минутку опорным механизмам элементов. У всех они выполнены в виде пружины, кроме Manna и Vic. У них эту роль выполняет пластина. Сейчас замерим усилие, с которым открывается перепускной клапан. Он открывается на больших оборотах двигателя и при холодном пуске. Конечно, мой метод не точный, в связи с этим он носит лишь ознакомительный характер. И это не войдет в оценочный рейтинг. Один блин весит 550 грамм. Вот ими и будем измерять примерную нагрузку. Фильтрон открылся при 4 блинах или же на 2 кг 200 грамм. Goodyear открылся при усилии 1 кг 650 грамм. Такой же результат у Lynx. Manna открыл клапан на 1 кг 100 грамм. Vic показал идентичный результат. Male открылся на 1650 грамм, как и Goodwill. Тут надо отметить, что нагрузка давит в реальности на всю площадь клапана, а она у нас разная. Там, где был одинаковый результат, там был и равный диаметр этого клапана. Так что тут все в порядке с этим. Фильтрон показал самое тяжелое открытие, но в то же время он имеет самый большой по площади клапан. Начинаю отделение фильтрующего элемента от корпуса. И вот все элементы отделены. Вроде бы пора уже замерить площадь, но я сначала рассмотрю качество изготовления перепускного клапана. Я считаю это важный элемент, и уделить внимание этому все же стоит. Заодно и оценим. У фильтрона клапан хороший. Верхняя часть у него открытая. Крепится он, по всей видимости, на клее. Сам клапан из резины. Это, на мой взгляд, большой плюс, так как не будет лишних протечек, когда это не требуется. Моя оценка 10 из 10. Goodyear с виду очень аккуратно сделан, все ровно. Клапан имеет стандартную схему. Крепится он на 4 сварных точках, плюс еще залито все клеем. Сам клапан такой же, как у фильтрона, он из резины. Я думаю, он тоже заслуживает 10 баллов. У Lynx тоже с виду неплохая конструкция. Держится он на 4 точках, но уже без клея. Сам клапан сделан из пластика. В частности, из-за этого я ставлю 9. Mann имеет высокий механизм. Сделано все качественно, но конструкция до боли знакомая. Сравниваем его снова с Goodyear, и они схожи, кроме высоты. Технология крепления абсолютно одинаковая. Правда, клапан у конкурента из резины, а у Manna он пластиковый. Это единственное, что мне не понравилось, поэтому 9 из 10. Vic крепится на клепках. Клапан у него из металла. 9 баллов. Male крепится на 4 точках путем сварки. Имеет металлический клапан. И как по мне, площадь окна у него самая минимальная. Сравнивая с конкурентами, я не могу это не заметить. Поэтому оценка у данной конструкции 8 из 10. Goodwill имеет стандартный клапан, также на 4-точечной сварке.
9 баллов, думаю, он вполне заслужил. Далее мы подвергнем оценке внутренней трубки. Некоторые из них больше других в 2 раза, хотя по идее чем меньше они были бы, тем больше площади бумаги они могли бы разместить. Опять же, это сугубо личная оценка данного параметра. Можете смело на это забить, но я оценю. Опять, Goodyear Yaman имеет идентичную трубку. Хотя почему-то в Goodyear решили немного сэкономить на площади и не увеличили диаметр, как это сделано у MAN. Это, конечно, немного странно. Копируют другие параметры, но от самого большого плюса отказываются. Goodwill и Vic одинаковые по диаметру. Мале схож с фильтроном. И самая громадная труба у нас у Lynx. Они не пожалели металл, но тем самым сэкономили, скорее всего, на фильтрации. Я это предполагаю. Не знаю, для чего так делают. Возможно, это и плюс в чем-то, но я оцениваю это самой низкой оценкой в 7 баллов. Максимальную оценку я снова присуждаю MAN и Goodyear 10 баллов. Фильтрон получает 8, Vic 9, Mallet тоже 8 и Goodwill, так же как и Vic, получает 9 баллов. Кто со мной не согласен, буду рад обсудить это в комментариях. А тем временем перемещаемся в мою лабораторию по оценке площади фильтрации. Не буду тянуть. Итак, площадь фильтрона составляет 699,3 квадратных сантиметра. У Goodyear чертовский показатель в 666. Lynx показывает 566 квадратов. Великий и могучий MAN имеет площадь в 930,7 квадратных сантиметров. Vic оказался еще более могучим с площадью за 1000 квадратных сантиметров. Мале что-то совсем не важно. И самый дорогой экземпляр показывает скромные 558. Тут все очевидно. Самая большая площадь получает 10 баллов и далее 9, 8, 7 и так далее на уменьшение. Далее я решил замерить плотность элементов путем взвешивания равных по площади отрезков. Самым тяжелым будет тот, у которого будет, соответственно, больше фильтрующего волокна. Замер завершен, и баллы соответствующие. Фильтрон 10 баллов, Goodyear 5, Lynx 6, MAN 10, Vic 8, Mallet 9 и Goodwill 7 баллов из 10. Думаю, моя оценка корректна и все получили по заслугам. Сейчас дополнительно посмотрите вид волокон под микроскопом. Также посмотрите в увеличенном виде элементы в разрезе. Ну а сейчас сравним наши замороженные резиновые детали. Смотрим в темпе, чтобы не успели нагреться. Фильтрон и уплотнитель, и клапан дубовый. Goodyear. Будто и не было заморозки, все осталось мягким, каким и было. Lynx. И прокладка, и клапан задубели прилично. MAN. Абсолютно мягкие детали. Снова сравниваю с Goodyear. Они реально идентичны. У Vic мягкая прокладка, но жесткий клапан. Mallet напротив имеет жесткую прокладку и мягкий клапан. Goodwill имеет очень мягкий клапан и среднюю по жесткости прокладку. В итоге мы имеем рейтинг, по которому можем в целом определить соотношение цены и качества каждого фильтра. Опять же повторю, что ваша оценка может отличаться от моей, так как критерии у всех разные, но я оцениваю лично по своему мнению. Итак, заслуженно первое место занимает MAN с максимальной оценкой 75 баллов. Я думаю, многие этого ожидали, но знаю точно, что никто не ожидал увидеть на второй строчке Goodyear. Я и сам не ожидал. 10 раз все пересматривал и перепроверял. И думал, не завысил ли я где-то оценку. Но вы сами все видели. В некоторых моментах он получил самый низкий балл, но благодаря другим характеристикам он выкарабкался на вторую строчку. На третьем месте с отставанием в 1 балл занимает Фильтрон. Далее на четвертом Vic. Он тоже отстал на 1 балл. В принципе, этих троих можно поставить на одну линию. Но лично мой рейтинг таков, какой вы видите. Mallet занимает только 5-ю строчку. Хотя в сравнении фильтров для автомобилей Toyota
который я недавно делал, Мале стал лучшим. Но и произведен он был не в Индонезии, а в Австрии. Предпоследнее место занимает Goodwill. И первое с конца у нас место за Lynx. Этот фильтр неплох, но стремиться есть к чему. Так же, как и Goodyear. Кстати, после этого сравнения я захотел протестить на личном авто фильтр Goodyear, а позже обозреть отработанный фильтр и сравнить его с другими брендами, которые проедут тот же интервал при равных условиях. Я уже накопил 3 экземпляра, думаю еще 3, и можно будет начинать сравнение отработанных фильтров. Как вы на это в общем смотрите? Давайте обсудим это и другие моменты в комментариях. Также пишите, кто еще не писал, какие модели фильтров вы бы хотели увидеть в подобном разборе и на какие автомобили. Ну и как всегда в конце попрошу не забыть поставить лайк, так как это лучшая награда за проделанную работу. Ну и само собой буду очень рад вашей подписке на канал. Тем самым вы не пропустите новые сравнения, а для меня это будет большим стимулом для дальнейшего развития. Спасибо, друзья, за ваше внимание и до новых встреч!